Поэтому речь идет об экономии средств. Но, конечно же, прежде всего, бюджет. И там деньги, я посмотрел, небольшие. Где-то порядка 5 миллионов Это рублей. деньги а дело-то хорошее. народные. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию? Деньги давал на эти тракторы. Может, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатить какую-то копейку, налоги лишних денег нет. Когда нам передали документы, нас не отпускало чувство, что есть какой-то подвох. Это может быть вброс спецслужб или провокация. Сегодняшнее расследование посвящено новой резиденции диктатора Лукашенко. Были получены сотни документов, детальные планы, дизайн концепций, контракты, договоры о поставках, спецификации на огромные суммы. А источником финансирования всего этого является государственный бюджет. Мы убедились, что документы подлинные. Такого расследования в нашей стране еще не делал никто. Ни одна организация не подбиралась к детальным планам резиденций, не заглядывала в самые сокровенные места обитания полоумного диктатора. В процессе подготовки этого расследования при помощи волонтеров мы подготовили 3D-тур по некоторым помещениям резиденции. Поверьте, посмотреть есть на что. И теперь мы предлагаем зайти в гости к узурпатору и узнать, что это за объект, где он находится, детально рассмотреть планы здания, виртуально по нему прогуляться. Ну и, естественно, мы расскажем, сколько все это стоит. Ничем не выделяющийся среди других диктаторов, Лукашенко, как и все они, любит все очень дорогое. При этом довольно безвкусное. Новый дворец не стал исключением, мы не увидим никакого хай-тека, соблюдения архитектурного стиля с применением новых технологий, не говоря уже о целесообразности всего проекта. Все как всегда. Исковеркано дворцово-колхозный стиль, дорвавшегося до денег и власти диктатора. В тот момент, когда цены в стране постоянно растут, уровень жизни обычного человека скатывается все ниже и ниже, узурпатор решил, что ему нужна еще одна резиденция. Находится наш объект по адресу город Минск, улица Красноармейская, 15. Ранее в этом здании располагался Республиканский клинический медицинский центр отделения офтальмологии. Тут даже в очках не увидишь, но тем не менее я вам прочитаю. Как указано в документах, после особого распоряжения самоизбранного строение начало готовиться к реконструкции. Изучив расположение этого здания, отметим ряд интересных моментов. Во-первых, строение располагается в так называемом правительственном квартале. Рядом находится администрация президента, Совет безопасности, Управление делами президента, Конституционный суд, Совет республики, президент-отель. Во-вторых, отдельно стоит выделить здание Центрального аппарата оперативно-аналитического центра, а также здание оперативно-технической службы того же ОАЦ, которая находится в непосредственной близости от нашего объекта. Через дорогу располагается городская клиническая больница номер 2, а также бывшая президентская клиника. Как видим, диктатор выбрал это место не случайно. Прикорытные силовики и чинуши рядом. Больничка на всякий случай тоже. Вот и получается, что медицинское учреждение, которое так необходимо обычным людям, узурпатором ликвидируется ради своих прихотей. Пора заканчивать нам строить дворцы эти. Обратимся к схеме генерального плана реконструкции. В правой части указаны объекты, которые располагаются на территории, подлежащей реконструкции. Это основное здание, КПП, фонтан, некая декоративная композиция, беседка, к которой мы еще обязательно вернемся, дизель-генераторная установка, парковка, мусорные контейнеры и 2 парковочных места для личных авто диктатора. На территории есть парк, прогулочные дорожки, через дорогу река Свислочь. Шикарно, не поспоришь. Само здание по форме довольно красивое, особенно выделяется его круглая часть. Как указывалось выше, на территории объекта будет присутствовать некая беседка.
Изучив документы, мы обнаружили, что указанной композицией будет являться беседка «Ротонда». Вот как она выглядит. В пояснительной записке к проектной документации она описана следующим образом. Ротонда представляет собой открытую беседку круглой формы с характерной колоннадой, расположенной по ее окружности, увенчанную куполом. Колонны, всего их 6, расположены симметрично относительно композиционной оси, по 3 с каждой стороны. Стоимость этой ротонды составляет 150 843 рубля и 54 копейки. Для обычных граждан эта сумма равна ипотеке на жилье, выплачивать которое они будут всю жизнь. А кому-то так. Беседка для красоты. Совершенно нефункциональная и бессмысленная, но диктатору нужен шик, и ему абсолютно наплевать, сколько это будет стоить. Как и наплевать на обычных граждан. Главное, себя не обидеть. Прилегающую к зданию территорию, естественно, тоже облагородят. Уже достроены посты охраны номер 1 и номер 2. Наземная парковка – это новый объект. Ранее там была просто крыша части здания, что хорошо видно на спутниковых снимках. Вот снимки за ноябрь месяц 2022 года, на которых отлично видно, что на объекте проводится строительная работа, а то, что находится под ней, мы покажем чуть позже. Начнем с детального плана первого этажа. При входе в здание нас встречает большой холл с колоннами, лестница, гардероб. Давайте посмотрим на дизайн-концепцию. Да, все в соответствии с планом. Все в мраморе, колонны тоже присутствуют. И 2 дивана, с которыми все никак не могли определиться. Выбор был очень сложный. Кресла или все же диваны? Вот они в коммерческом предложении от ООО King Style. Кресло за 3246 рублей 60 копеек за единицу. Либо диваны за 6495 рублей 36 копеек, соответственно. Изучив документы, видим, что взяли диваны двухместные из коллекции Эсмеральда, 4 штуки. Однако в подписанном договоре поставки цена их уже отличается. Итого за 4 дивана уплачено 25 189 рублей и 1 копейка. Нехило так. Идем дальше. В правой части этажа расположено много рабочих кабинетов. 2 переговорные комнаты, комната рабочей смены и водителей. В левой части также расположено много кабинетов. Есть там и 2 комнаты для ожидания. Видимо, там всякие мелкие сошки, типа так называемых министров, председателей и других чиновников ожидают аудиенции на ковре у Солнцеликова. Отдельно отметим зону, в которой сконцентрировано охранное звено гнездышка диктатора. В кабинете номер 110 располагается центральный пост охраны, в котором установлена, согласно план-схеме, целая видеостена для наблюдения за всем живым вблизи здания и внутри его. В помещении номер 111 находится оружейная комната. Без нее никуда, ведь от народной любви надо как-то защищаться. Также присутствует тут и импровизированный пункт пропуска, в котором установлен рентген-сканер Нюктех стоимостью 28 тысяч рублей, а также металлодетекторы. Но с этими металлодетекторами все не так просто. На объект всего их было закуплено 4 штуки. 2 российских и 2 вражеских, американских. Минск станет столицей США. Открываем один из самых интересных документов, которые к нам попали. Это ведомость по объекту реконструкция здания по улице Красноармейской, 15 в городе Минске. Под номером 204 видим, что закуплено 4 арочных стационарных металлодетектора. В скобках указаны договоры поставки, дата их подписания и номер. Открываем договор поставки номер 0317 от 17 января 2023 года. Как видим, номер и дата составления совпадает с ведомостью по объекту. В пункте 11 договора видим подпись и печать директора ООО «Армакорп» Мардаса Андрея Васильевича, что является подтверждением подлинности договора. Чуть ниже в спецификации указана итоговая стоимость за закупку 2 металлодетекторов фирмы Гаррет – 67 200 рублей. Далее открываем договор на закупку еще 2 металлодетекторов от российского производителя ЛКД. Видим, что закупались они в белорусско-кипрском совместном предприятии Унибелус. Договор составлен 24 октября 2022 года. В данном случае подписан 2 сторонами. Генеральным директором Унибелуса Романович Мариной Викторовной и начальником Главного управления капитального строительства Управления делами президента Галиным Евгением Борисовичем. Отметим, именно этот товарищ подписывал абсолютно все договоры на приобретение имущества на
данном объекте. Печати присутствуют, в том числе гербовая. Листаем до спецификаций. А тут За детекторы 8329 рублей и 87 копеек. итого за 4 металлодетектора уплачено 75 529 рублей и 87 копеек. А в итоговом документе Ведомость по объекту 97 816 рублей 60 копеек. Разницу в 22 286 рублей 73 копейки, наверное, кто-то положил в карман. И все это, о чем написано в договорах, закуплено за средства республиканского бюджета. С охраной разобрались. Далее нас ждет просто грандиозное сооружение – бассейн с отдельной вип-зоной. Именно тут престарелый диктатор будет проводить свой досуг, размышляя, конечно же, о белорусском народе. Документ, на который мы опирались. Дизайн-концепция СПА-помещений объекта, реконструкция здания по улице Красноармейской, 15. В нем присутствует план расположения различных помещений, описание всех прелестей, которые присутствуют в бассейне и вип-зоне, а также визуализация задумки дизайнера. Перейдем непосредственно к прогулке. Войдя в помещение, слева перед нами сразу открывается вид на плавательную зону. Справа же расположена дорожка Кнейпа стоимостью всего лишь 115 818 рублей 16 копеек. Эта дорожка предусматривает 4 ванночки для ног с контрастными температурами и массажем ступней. Только вот непонятно, зачем она диктатору, если он еле-еле ходит. Поднявшись по небольшой лестнице, с левой стороны мы видим 2 джакузи, в которых будет поддерживаться постоянная температура воды в 32 градуса. В самом углу, вот за этой дверью, будет расположена криосауна, которая заказана в российской фирме ООО «Крион». Вот фото процесса ее сборки. С ней есть отдельная история. Сроки поставки и монтажа постоянно смещались. Даже досудебные претензии со стороны управления капитального строительства высылались в адрес поставщика. И вот, подходим к самому интересному. Стоимость этого оборудования в соответствии с договором 5 575 000 российских рублей, что по курсу на дату подписания составляет $100 000 США. С бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Когда мы видим, на какие цели реально расходуются деньги народа, на оздоровление тела дряхлеющего диктатора, становится очевидным плачевное состояние абсолютно всех сфер жизни обычных граждан. Ведь на такую сумму можно было отремонтировать не одну школу и не один детский сад, которые просто разваливаются на глазах. Но это еще не все. И даже не близко. Рядом с криосауной установлена солнечная комната стоимостью 62 221 рубль 40 копеек. Она оборудована, как указано в описании к ней, уникальными приборами «Искусственное солнце», которые синхронизируют биоритмы человека и компенсируют дефицит солнечной энергии. Также, по информации производителя, указанное устройство восстанавливает гормональный цикл, стабилизирует обмен веществ, укрепляет иммунную и нервную системы, что в результате оказывает выраженное оздоровительное воздействие и способствует активному долголетию. И вот опять долголетие. Узурпатор не собирается на покой. Он готов тратить народные деньги на все, что угодно, лишь бы протянуть еще пару лет. Думает, что после недавнего эксцесса с его исчезновением, а также прибытием Пригожина в страну, эта солнечная комната будет пользоваться особым спросом. Бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. Работаем. Температура плюс 50. Нам даже стало интересно, есть ли возможность у обычного белоруса посетить сие помещение с целью оздоровления. Нет, такой возможности никто не имеет. Печально. Теперь подойдем к изюминке этого спа-комплекса. Всем давно известно, что в Геленджикском дворце военного преступника Путина присутствует аквадискотека. Так вот, бывший председатель колхоза не хочет отставать от своего хозяина и решил, что ему тоже надо что-нибудь эдакое. Знакомьтесь, душ впечатлений тропика и душ впечатлений сибирская ночь. Как же долго мы смеялись. Думали, что это какой-то прикол, но нет. В ведомости оборудования эти 2 душа значатся под номерами 7 и 8. Стоимость их 45 853 рубля и 47 246 рублей, соответственно. Для закупки 2 душей с музыкой диктатор обокрал народ на 93 000 рублей. Я даже представить не могу, сколько надо работать обычному белорусу, чтобы купить хотя бы один такой. Поставщиком является ОДО «Ловаль».
Средства на закупку, как указано в договоре, выделены из государственного бюджета. Вся эта зона с бассейном, 2 джакузи, криосауной, солнечной комнатой, душем впечатлений, хамамом, про который на фоне остального даже и не интересно рассказывать, это только начало. Знаменательным местом всего этого спа-комплекса является вип-зона. Давайте прогуляемся и по ней. Встречает нас роскошный спа-бассейн Астропул Ронда 30 стоимостью 55 260 рублей, согласно договору поставки. Поставщик – закрытое акционерное общество Белстройтехнология, источник финансирования – республиканский бюджет. Далее, по правой стороне, прекрасные лежаки, всего в этом помещении их 5, каждый стоимостью 2242 рубля. В центре вип-зоны устройство достаточно экзотическое и недешевое. Снегогенератор. Предназначен он для производства снега в спа-зонах в режиме круглогодичной эксплуатации. Это же насколько надо любить биатлон и хоккей, чтобы даже тут установить устройство для создания снега. Видимо, ледовых арен ему мало, надо больше снега и льда. Стоит эта диковинная штука баснословные деньги – 118 110 рублей. Для нас очень важно жить нормальной жизнью. А завершает все это комплекс, состоящий из вип-сауны и вип-парной. Как мы уже поняли, старый дед очень сильно любит поддать парку. В дизайн-концепции к каждому из этих вип-помещений отведено особое место. Для каждого расписаны положительные свойства. Минут 30 надо посидеть в горячей бане, сухой. Обычный образ жизни. Но не переживать по пустякам. Начнем с вип-сауны. Я вам зачитаю описание от производителя, а вы пока что посмотрите на нее. Температура в финской сауне достигает 100 градусов при влажности в 20%. Финская сауна способствует ускорению кровотока, расширению сосудов, улучшению состояния кожи. Вертикальные полосы из подсвеченной гималайской соли создают динамику в помещении сауны, а теплые оттенки отделки – уют и комфорт. Теперь становится понятно, зачем из бюджета украдено 109 212 рублей и 48 копеек. Далее, вип-парная или же хамам. В хамам стопроцентная влажность и умеренная температура до 60 градусов, что позволяет с комфортом и пользой для здоровья проводить время. В интерьере акцентная стена выполнена из светопрозрачного оникса. Стоимость вип-парной 184 435 рублей 36 копеек. А теперь вспомните, когда вы в последний раз были за границей. Отдыхали на море, любовались горными склонами. Давно, правда? А некоторые вообще ни разу в жизни не выезжали за пределы Беларуси. Так как денег нет, надо кормить семью и детей. А тут 184 тысячи просто на парилку, в которой с очень высокой вероятностью престарелый может никогда и не появиться. Ведь это уже 19-я или какая там по счету резиденция. Этих денег не хватало. И у меня ненависть к этим деньгам. Мы выражаем огромную благодарность волонтерам, которые нам помогли воссоздать с точностью до миллиметра интерьеры новой диктаторской резиденции. Спасибо вам большое. Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Также в вип-зоне присутствует массажный кабинет, комната отдыха и отдельная сервировочная. Разработкой дизайна и наполнением этой части здания занималась ООО «Акватория Групп». Так вот, эта фирма подготовила краткую спецификацию, что и сколько будет стоить в бассейном комплексе, помимо перечисленного нами выше. Документ называется «Стоимости элементов, оборудования, мебель, инвентарь, объекта, реконструкция здания по улице Красноармейской, 15». В зоне общего пользования я бы отметил композицию из искусственных цветов в бассейне стоимостью 20 815 рублей. В вип-зоне стоит отметить комплект натяжного потолка с элементами декоративного освещения «Звездное небо» стоимостью 17 894 рубля. Бешеные деньги. Ладно бы были свои. Так нет, украдены у народа. Вот таким интересным оказался первый этаж. Дальше будет еще лучше. Поднимаемся на второй. Сразу обратимся к плану здания. Данный этаж выделен под рабочее пространство, имеет много кабинетов, оборудования и различную мебель. Имеется несколько кабинетов начальников структурных подразделений, каждый с отдельной приемной.
Есть 2 зала для переговоров, особо ничем не выделяющихся. Также на этаже расположен пресс-центр. Дизайн стандартный, совкового типа, много висящих тряпок, трибуна и пресс-волл с узнаваемым орнаментом. Финальным помещением на этом этаже является конференц-зал вместимостью 49 человек. Выглядит конференц-зал следующим образом. Поднимаясь по лестнице с 1-го этажа, прикорытники входят в помещение, занимают места в своих стойлах и начинают пожирать оставшимися извилинами очередные бредни деда. Теперь перейдем к самому интересному. 3-й этаж. 3-й этаж. Логово преступника, захватившего государственную власть в нашей стране. Здесь-то прикорытники разгулялись не на шутку. Все, что вы будете видеть в демонстрируемых нами кадрах, стоит необоснованно дорого, сделано по специальному заказу и в большинстве своем даже не представлено в открытых каталогах компаний, производящих все это. При изучении этого этажа мы опирались на план-схему, а также на отдельный документ, разработанный специально для диктатора. Дизайн-концепция помещений 3-го этажа административного здания по улице Красноармейской, 15. Начнем мы с детальной план-схемы. В левой части расположен обеденный зал на 28 человек. Особенностью данного помещения является потолочный витраж, выполненный в стиле белорусского орнамента. Стоимость его просто заоблачная – 72 225 рублей и 28 копеек. Рядом с этой столовкой комната для приглашенных опричников. Также присутствует сервировочная, комната горничной и серверная. Интересным местом на этаже является комната группы охраны и дежурного адъютанта. Даже на своем личном этаже диктатор выделил для этого отдельное место. В данном помещении установлена видеостена из 6 телевизоров, чтобы ничто не ускользнуло от взора престарелого деда. Перейдем к самым интересным уголкам, которые на данный момент Солнцеликий сам еще даже не видел. Перед вами зал совещаний. Неоднократно в новостных выпусках мы видели, как различный сброд под закатом над болотом заседает в овальных кабинетах, выслушивая пафосные речи о том, как надо коровам хвосты крутить. Так вот, это еще одно подобное место. Всего в зале совещаний мы видим 20 стульев производства ЗАО «Пинскдрев», модели премиум. На их сайте цена за один такой 907 рублей. Итого 18 140 рублей за стулья, на которых будут просиживать штаны недочиновники. Кресло же для узурпатора обошлось государственному бюджету в 3558 рублей. Сколько месяцев надо обычному белорусу не пить и не есть, чтобы купить себе такое же? Если верить данным о медианной заработной плате, а именно она более-менее отражает реальность, понадобится более 3 месяцев. А тут с барского плеча налогоплательщиков можно было взять и более дорогое. Правда? А для того, чтобы закупить стол для совещаний, из бюджета украдено 71 526 рублей и 6 копеек. В данном случае приводить эпитеты бессмысленно. Это очень дорого. В том числе в это же помещение закупили комплект штор стоимостью 29 580 рублей. Но самой напрасной тратой денег в этом зале, по моему мнению, является потолочный витраж. Давайте рассмотрим его поближе. Вот макеты витражей, которые предлагались диктатору на выбор. Утвержден был вариант в центре. Как вы думаете, сколько же стоит такое произведение искусства, на которое в обычной жизни никто и не посмотрит? Ведь на таких заседаниях надо обязательно смотреть в свой ежедневник, записывать бредни сумасшедшего диктатора. 224 932 рубля 88 копеек. Я не могу в это поверить. Значится этот лот под номером 981 в ведомости объектов. Почти 225 тысяч, извините меня, за васильки на потолке. 225 тысяч украдены у народа. Также на этаже присутствует библиотека. Знаток истории и белорусской литературы, который вырос на стихах Василия Быкова, как оказалось, любит читать. Всего для читальней в ОАО «Белкнига» заказали 2000 книг стоимостью 68 526 рублей 69 копеек. А теперь давайте вспомним состояние книг и учебников в школьных библиотеках. Все это очень печально. Еще в этом помещении установлен электрокамин, о стоимости которого мы расскажем чуть позже. А сейчас заглянем в святая святых – рабочий кабинет диктатора.
При входе справа мы видим стол для совещаний, за которым установлено 8 стульев, указанные номерами модели премиум от Пинскдрев, но немного другой расцветки. Всего в этом помещении таких 10, общей стоимостью 9070 рублей. Также на стене висит картина под названием «Июль» стоимостью 1768 рублей и 34 копейки. Я надеюсь, что до следующего июля он не доживет, если вы понимаете, о чем я. С левой стороны размещено 2 кресла для переговоров, изготовленные по специальному заказу на все том же Пинскдрев. Стоимость за 2 единицы 5352 рубля. За ними же расположен декоративный электрокамин Dimplex Viventa 75 стоимостью 9600 рублей. Всего их на 3-м этаже 2. Один в этом кабинете, второй в диктаторской библиотеке. Над камином же расположено декоративное панно в виде карты Беларуси. Наверное, это единственное, что мне нравится во всем этом огромном здании. Но все же стоит оно недешево, а именно 5600 рублей. И над всей этой красотой в центре кабинета мы видим очередной витраж. Больно диктатор любит такой вид искусства. Мы его даже в нескольких ракурсах для вас подготовили. Хотя бы так сможем посмотреть, на что потрачены народные деньги. Причем немалые. Украдено из казны 78 326 рублей 78 копеек. Теперь же перейдем к рабочему месту руководителя. Именно так в целях конспирации его обзывают во всех документах. Кстати, отмечу, этот так называемый руководитель уж очень не любит черный цвет. Я бы даже сказал, что он его боится. Первое, что нам бросилось в глаза, это вражеский iMac от Apple. Однако в закупках мы его не нашли. Что-то нам подсказывает, что усатый просто не сумел его освоить. Поэтому был установлен отечественный, самый навороченный персональный компьютер от Горизонта. Это первый компьютер. Следующим объектом является кресло все того же руководителя. Модель этого кресла Rubens, материал обивки натуральная кожа. Поставщик уже известная нам ООО KingStyle. Стоимость 5156 рублей 92 копейки. Стол вместе с приставкой брифинг значится в ведомости объектов под номером 920. Там же указано, сколько денег украдено у нас с вами. 8134 рубля 10 копеек. На этом прекрасном столе за 8000 располагается не менее прекрасный письменный набор из малахита стоимостью 5940 рублей. Выглядит он вот так. Особенно стоит обратить внимание на то, что находится за спиной диктатора. Нет, ни герб, ни орнаменты, на стену. Она мягкая. Да-да, именно так. Такое ощущение, что проектировщики заранее все предусмотрели. И готовят деда к отправке в дурку. Очень скоро вы поймете, почему это именно так. Хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992 и в 2002 году тоже были непростые времена. На этом экскурсию по кабинету завершим. Идем дальше. Спальня узурпатора. Нас с вами в нее никогда не пустят, но мы разрешения спрашивать не будем. Сами посмотрим. Выглядит эта комната как номер класса люкс в 5-звездочном отеле. При входе в нее нас встречает кофейный столик за небольшие, по меркам коррупционеров, 244 рубля 40 копеек, а также мягкое кресло, выполненное на заказ, стоимостью 2676 рублей. За ним угловой шкаф от Пинскдрев из коллекции Милана за 1907 рублей 69 копеек и комод из той же коллекции чуть дешевле 1063 рубля 74 копейки. Теперь ложе диктатора. Огромная кровать размером king size, сделанная из массива дуба, матрац, 2 прикроватные тумбы и скамья. Все это стоимостью 8522 рубля 69 копеек. 2 подушки за 960 рублей, 2 одеяла за 1440 рублей, 2 комплекта постельного белья за 1080 рублей и 3 покрывала за 2808 рублей. Баснословные деньги ради того, чтобы диктатор протянул еще одну ночь. Помните мое предположение о том, что проектировщики все продумали и готовят деда к дурке? Так вот, в спальне все стены мягкие. Вы понимаете, о чем я? Надеюсь, что и рубашку специальную для него в шкафу тоже повесили. Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции. Заглянем в еще одну комнату, которая в план-схеме этажа называется санузел.
Войдя в помещение, перед нами открывается вид на унитаз и биде. Между ними расположено ведро для мусора стоимостью 465 рублей 12 копеек. На стене слева закреплен бумагодержатель за 295 рублей 44 копейки, а под ним стоит ёршик за 599 рублей 76 копеек. Ёршик стоимостью 600 рублей. Это месячная зарплата человека из глубинки. А то и двухмесячная. А тут всего лишь ёршик для диктатора. Также здесь присутствуют и другие атрибуты, присущие санузлу. Однако есть вещи, особенно выделяющиеся. Сейчас перед вами тумба под умывальник стоимостью 6599 рублей 80 копеек, изготовленная на Пинскдрев. Внутри находятся две корзины за 1929 рублей 50 копеек. На ней же мыльница за 1656 рублей, а слева от тумбы закреплен кольцевой полотенцедержатель. Всего в этом помещении таких два, а уплачено за них 3312 рублей. Вот мы и посмотрели личный этаж престарелого узурпатора. Количество потраченных бюджетных средств зашкаливает. Мы даже не можем представить, сколько всего можно сделать за эти украденные у народа деньги. Ремонт жилых домов, модернизация производств на государственных заводах, улучшение социальных условий для обычных граждан. Это первое, что приходит в голову. Но диктатору не до этого. Ему нужно еще больше резиденций. Четвертый и заключительный этаж. Здесь расположено несколько кабинетов для персонала. Рабочий кабинет начальника личной охраны, вот он на чертеже, а также кабинет личного врача и процедурный кабинет. Предлагаю рассмотреть более детально именно последний. Ведь в белорусах не гаснет надежда о том, что в скором времени диктатора оттуда вынесут ногами вперед. Как ни странно, только для медицинского помещения на этаже разрабатывался отдельный дизайн. В процедурном кабинете основной упор сделан на аппаратуру физиотерапевтической направленности, а именно Биоптрон за 2214 рублей 61 копейку, аппарат магнитотерапевтический за 620 рублей, аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический за 700 рублей, аппарат для электротерапии за 680 рублей, аппарат для УВЧ-терапии за 640 рублей. При этом во многих медицинских учреждениях нашей страны в кабинетах физиопроцедур нет ничего вышеуказанного, кроме электрофореза и ультрафиолетового облучателя «Солнышко». На надлежащее оборудование больниц денег нет. Все они уходят на поддержание жизнедеятельности диктатора, который уже давным-давно пора отправить на пенсию особого режима. Давайте подытожим. Финальная стоимость всего объекта 43 миллиона 645 тысяч 943 рубля. По курсу на 1 августа 2023 года это без малого 14 миллионов 400 тысяч долларов. Внушительная сумма, учитывая, что это всего лишь цена реконструкции, а не строительства резиденции с нуля. При этом здесь не учтены затраты на будущее содержание этого комплекса. Все эти сауны, бассейны, ёршики, мыльницы, дорогущие диваны, кресла, витражи – все это украденные у народа деньги. Именно украденные, потому что за все это платим именно мы с вами. Ведь именно наши налоги формируют государственный бюджет, из которого без нашего спроса, без нашего одобрения и тем более без нашего ведома эти деньги тратятся так, как хочет один человек. Это бюджетные средства, которые могли бы быть направлены на ремонт дорог, модернизацию производств, повышение пенсий и социальных выплат. Государство, называющее себя якобы социальным, могло бы закупить так необходимое лекарство Золгенсма, которое помогает маленьким детям в борьбе с очень сложным и серьезным заболеванием – спинальной мышечной атрофией. В Беларуси всего 4 семьи смогли собрать огромные суммы для спасения своих детей. В этот же момент Александр Лукашенко строит себе очередную резиденцию. Ежедневно режим обворовывает нашу страну на десятки, а то и сотни миллионов рублей, которые оседают на офшорных счетах, трансформируются в ёршики, дорогие автомобили и прочие дорогостоящие побрякушки. И это закончить сумеем только мы.
Ответственность за будущее нашей страны лежит только на нас. Подписывайтесь на все наши каналы в различных соцсетях, если для вас это безопасно. Очень скоро мы продолжим раскрывать все более и более интересные тайны кровавого диктатора Лукашенко. Живе Беларусь!